Решили мы с супругой сделать для своего дома новый забор. И главным критерием для него поставили оригинальность, чтобы он получился не такой, как у всех, при этом выглядел стильно, но состоял из простых доступных материалов и, насколько это возможно, был минимально трудозатратным. С этим последним пунктом и возникли самые большие сложности, но об этом чуть позже. В качестве зашивки для забора мы выбрали обычную строительную доску из сосны. Для начала мы решили за один присест нарезать все деревянные заготовки. Для этого установили на козлике торцевой станок и изготовили простейшие подпорки, которые равняют доску с рабочей плоскостью станка и не дают ей провисать. На одной из подпорок сделали еще и рабочий упор, упрощающий нарезку идентичных по длине заготовок. Здесь мы работали с супругой в паре, стараясь максимально систематизировать процесс, ведь нам предстояло напилить более 2,5 кубометров дерева. Для складирования заготовок мы принесли самодельный поддон, на нем доска хранилась до тех пор, пока мы опять не выкроили свободное время для работы над забором. Да, вся работа над забором растянулась у нас на непредсказуемо долгий промежуток времени. Материалы мы начали заготавливать еще ранней весною, ну а закончили забор уже этой осенью. Как бы мы ни строили свои планы, жизнь всегда вносит свои коррективы. В строительстве нашего дома мы часто отдаем предпочтение именно дереву, хотя некоторые люди считают, что потребление древесины вредит экологии. Но если вы покупаете дерево в лесном хозяйстве, то соответственно оплачивайте работу по насаждению нового леса. А в отличие от других потребляемых ископаемых, древесина является легко возобновляемым ресурсом. Так что с социальной точки зрения ее использование справедливо можно назвать экологичным решением. С потребительской же точки зрения, этот издревле классический строительный материал в современности недооценивают, считая древесину легко подверженной гниению, поражению насекомыми и требующую постоянного ухода с химическими пропитками, лаком или краской. Мы решили поэкспериментировать и испытать вообще ничем не обработанную доску, используя ее в качестве отделки некоторой части фасадов на нашем доме. За 4 года она начала приобретать серебристый оттенок, который для нас смотрится приятно и естественно. За это время мы не увидели в ней древоточцев и признаков гниения, и по нашим скромным наблюдениям она без проблем простоит в сумме лет 20, что с лихвой купит ее себестоимость, да и заменить ее в последующем не составит особых проблем. Кстати, о стоимости дерева в нашей местности и других подготовительных работах по этому забору мы рассказывали в прошлом видео. Вот так, только на порезку древесины у нас с супругой ушел целый день. В течение этого дня мы успели нарезать 320 требуемых заготовок, которых должно хватить на двухстороннюю зашивку 29 погонных метров нашего фасадного забора. И в сумме упорядочили на участке более 3 кубометров обрезных досок. Основная оригинальность нашего забора будет заключаться в способе обработки древесины. Мы будем обжигать дерево по старинной позабытой японской технологии шоусугибан. В Японии она звучит как якисуги, ну а в нашей адаптации как сожженная кедровая доска или томление кедра. Подобный способ обработки также встречался на Руси, в Китае и других странах, но массово он закрепился как раз в Японии. Мы уже давно применяем обожженное дерево в своем доме. Все началось с нашего фасада и постепенно перетекло на внутреннюю отделку, мебель, двери и другие детали. Технология шоусугибан подразумевает быстрый и экономичный способ обжига путем естественного самопрогорания древесины, сложенных в треугольную трубу. Для этого процесса важно, чтобы доска была сухой, поэтому мы заранее высушили ее естественной атмосферной сушкой. На практике мы испробовали разные способы вязки этих деревянных труб, чтобы упростить этот процесс, ускорить и минимизировать расход проволоки. Важно, чтобы доски были надежно зафиксированы в заданном положении, и эта горящая конструкция не развалилась прямо в руках в ответственный момент. То есть просто скрутить доски проволокой по кругу не получится.
В процессе пришли к оптимальной связке треугольника с обхватом каждой доски проволокой по кругу. Так доски не имеют возможности провалиться внутрь треугольника, а на углах получается небольшой зазор, через который в зону горения попадает дополнительный кислород, способствующий равномерному дожигу доски у краев. Классически для поджига таких труб использовали солому, щепу или мелкие ветви. Здесь же мы поджигали трубы с помощью газового баллона с горелкой. Из дополнительных инструментов нам понадобится конструкция для поддержки вертикального состояния горячих труб, кусок швеллера, задающего зазор для подсоса воздуха, собственно горелка и кресало для ее поджига, максимально термоустойчивые перчатки, кусачки для разбирания труб, длинная плоская отвертка для корректировки боковых зазоров. Мы такую соорудили из старого дворника. Естественно, преданный бескорыстный помощник и вода под давлением для штатного тушения огня. Ну а для нештатной противопожарной безопасности поблизости разместили огнетушитель, набрали пару ведер с водой, ну и на крайний случай куча песка в придачу с отчаянным пожарником. Процесс обжига досок по технике Шоу Сугибан требует небольшой сноровки, но в принципе складывается из простых операций. Для начала на слабо горящую горелку устанавливаем треугольную трубу. В трубе появляется естественная тяга, и та подхватывает огонь вверх, неспешно поджигая саму древесину. В это время с помощью плоской кочерги можно подправить зазоры. Уже секунд через 30 пламя пробирается по трубе более интенсивно, а через 40-50 секунд языки пламени показываются вверху трубы. По сути, 1 минута это и было оптимальное время до переворота трубы. После переворота огонь притухал, тяга реверсировалась, и еще примерно минуту мы давали погореть ему в обратном направлении. Степень прожарки и ее равномерность легко можно было контролировать визуально, прямо через щель, а при надобности, приоткрыв эту щель, можно было увеличить интенсивность обжига в этом месте. Положив треугольник, мы тушили огонь небольшим количеством воды и, раскрыв обожженную зону, уже локально гасили тлеющие угли с помощью смоченного веника. Издревле эту обработку использовали для противопожарной безопасности, так как легко воспламеняющиеся вещества на поверхности древесины уже выгорели, и повторно поджечь ее будет сложнее. А также высокая температура меняет химический состав дерева в толще поверхности, и оно становится непривлекательным для насекомых и плесени, то есть естественно приобретает долгосрочные невымываемые защитные свойства. Наш фасад на доме из такой же обожженной доски стоит без проблем уже более 4 лет. Единственное изменение, которое мы наблюдаем, это изменение его цвета в благородный серебристый оттенок. Все треугольники мы обожгли примерно за 2 дня, но нам нужно было обжечь и вторую сторону, поэтому еще день ушел на вязку треугольников с другой стороны и еще 2 дня обжига. В сумме 6 дней бесплатного фаер-шоу и более 200 квадратных метров глубоко обожженной поверхности. И наверное у многих постает вопрос, а почему бы не взять паяльную лампу или ту же газовую горелку и на раз-два обжечь все эти доски? В начале работ над фасадом дома я подумал так же. Схватил газовую горелку и махал этим огнеметом налево и направо, пока мой энтузиазм быстро не иссяк вместе с опустевшим газовым баллоном. Расход газа получился колоссальным, чуть ли не пару литров на 1 квадратный метр, а скорость не такая уж и быстрая. Но равномерно обжечь 5-метровые доски для фасада способом Шоу Сугибан тоже не получилось. Поэтому фасадные доски мы обжигали просто над огнем в бочке с поддувом.
Ну а двухметровые доски забора обжигались таким способом отлично. Да, наш забор будет высотой чуть более 2 метров, и это спасет нас от посторонних взглядов проходящих зевак, сделая жизнь на участке более приватной. Но для самого дома комплексную безопасность может дать только профессиональная система. Мы выбрали для себя систему безопасности Ajax, которая защитит наш дом от ограбления, затопления и предупредит о пожаре. А главное преимущество то, что ее можно устанавливать после ремонта, ведь она полностью беспроводная, никакого штрабления стен и безуспешных попыток скрыть провода. Батарейки в датчиках работают до 7 лет, а у главной централи Hub 2 встроен резервный аккумулятор на 16 часов работы. Можно не бояться отключения электричества. В централе используют 3 независимых канала связи, Ethernet и 2 сим-карты, а сигнал брелка защищен от перехвата. При попытке заглушить радиосвязь, Ajax предупредит вас и охранную компанию. При этом ее берут на мониторинг как частные, так и государственные охранные компании. Система проста в использовании и управляется с мобильного приложения хоть с другого полушария. Благодаря уведомлениям теперь на отдыхе я всегда уверен, что наш дом в порядке. Датчик движения с фотофиксацией Motion Cam вслед за тревогой пришлет серию фотографий прямо в смартфон, поэтому не придется переживать и оплачивать ложные выезды охранной компании, если кто-то из родных забыл снять с охраны. При затоплении по настроенному сценарию Ajax перекроет водопровод, а датчик дыма с сенсорами температуры и угарного газа круглосуточно следит за пожарной безопасностью. С установкой системы мы решили разобраться самостоятельно, но для стабильной и бесперебойной работы производители рекомендуют все же доверить ее установку профессионалам. Если вы хотите полноценную, надежную защиту для вашего дома, переходите по ссылке в описании и вы сможете заказать стартовый набор Ajax с 10% скидкой. Технику обжига досок треугольной трубой мы считаем лучшей, но все же и она не справляется с торцами на досках, которые мы дожигали уже с помощью горелки. А после приступили к очистке обугленного слоя. Хотя эстетически он и выглядит приятно, но в таком состоянии держится недолго и через год начинает некрасиво крошиться. Для чистки мы использовали металлическую щетку с мягкой ворсою. По сути это щетка с чашкой для болгарки, которой для удобства мы приделали ручку. Так как чистится этот обгорелый слой достаточно легко, нет никакого смысла использовать электроинструмент. Тем более, что с ним тяжелее контролировать глубину съема и есть вероятность испортить текстуру. Также важно счищать уголь строго вдоль волокон, чтобы избежать появления на поверхности некрасивых горизонтальных царапин, а возможные продольные царапины в принципе мало заметны. При желании, чтобы избежать появления любых царапин, особенно это важно для обожженных деталей, которые будут использоваться внутри помещения, можно использовать щетку с пластиковой щетиной или вовсе воспользоваться мойкой высокого давления, но тогда деталь будет мокрой и ее придется сушить. По факту эта работа хоть и не сложная, но зато пыльная и грязная. Мы засыпали рабочую зону углем слоем в 3 см и затратили на чистку досок еще один день. Стойки для забора мы сделали из профильной трубы с сечением 40 на 60 мм и толщиной стенки в 2 мм. Для начала мы нарезали их в нужный размер по 2,5 метра. Из 6-метровых стандартных труб целых кусков получилось не так и много. Плюс такие же короткие обрезки остались после изготовления сдвижных ворот. И чтобы не переводить оставшийся материал, часть стоек мы соединили из кусков. В качестве направляющей для сварки послужила цельная труба. Для более плотной стыковки труб неровности на торцах правили с помощью молотка, а каждый отдельный кусок трубы фиксировали с помощью пары струбцин. Для начала сделаем 2 прихватки по обе стороны трубы. Они будут компенсировать напряжение, создаваемое последующей сваркой. После завариваем все короткие вертикальные швы и потом длинные горизонтальные. Таким способом сварка будет минимально деформировать трубу, но все же труба получилась немного изогнутой, и это исправит недостающий провар с обратной стороны.
Для более надежной фиксации стоек в бетоне из металлоломного мусора решили сделать небольшую крестовину в основании каждой стойки. А для верхней части трубы сделали прямоугольные металлические заглушки. Так в трубу не будут попадать осадки, она не будет корродировать изнутри и естественно ее не разорвет льдом. Для правильного ровного размещения столбиков забили пару колышков и натянули леску. Большинство ямок под столбики в прошлом видео выкопала супруга. Мне осталась лишь одна самая легкая, наполненная кирпичом. Вечером с помощью лазерного уровня по старому забору отметили условный 0. Разложив столбы по своих местах, на каждом из них сделали разметку для прожилин, согласно чертежам. Ориентируясь на них же, будем контролировать положение каждого столбика как по высоте, уклону и межосевому шагу. При этом будем жестко фиксировать все столбики еще до заливки бетона. То есть фиксировать бетоном будем уже готовый полностью сваренный каркас. В нашем варианте важно, чтобы четко заданный шаг между стоек совпал с последующим шагом дощатой зашивки, которая будет двухсторонней и должна правильно пересекаться со стойками. Нулевой уровень для стойки будет держать прикрученная перекладина, упертая в грунт. Уклоны и положение в поперек забора держат две рейки, прикрученные к забитому в грунт колышку. Ну а положение и уклоны стоек вдоль забора будут держать приваренные в последующем прожилины. При этом сечении стоек и их высоте от земли в 2 метра 10 сантиметров мы интуитивно выбрали шаг между ними в 2,7 метра, а прямоугольную стойку размещали ребром перпендикулярно забору. Так стойка в 60 на 40 мм, которая аналогична по цене и весу квадратной стойки в 50 мм, будет более прочной. Установив и закрепив все стойки, принялись к монтажу прожилин, которые для начала решили соединить в длинные цельные куски, длиной около 10 метров. Это у нас как раз та длина, идущая вдоль всего забора до разрыва калиткой. Так сваривать прожилины значительно удобней, а при сечении трубы в 40 на 20 мм для переноски вдвоем они не тяжелые. На каждой прожилине мы точно разметили шаг стоек. Такая же разметка для прожилин есть и на каждой стойке. Теперь лишь осталось свести все эти метки вместе. При монтаже изначально прожилины зафиксировали струбцинами, а потом всю конструкцию схватили на прихватках. Верхняя труба будет направляющей для последующей зашивки деревом, так что ее положение дополнительно скорректировали натянутой леской.
По этой же леске будем контролировать случайные отклонения при заливке бетоном. И вот теперь остаточно привариваем прожилины к стойкам. Но при этом важно сваривать только горизонтальные швы сверху и снизу. Так все сварочное напряжение уйдет на мощные стойки, а тонкие прожилины останутся при этом ровными. Для бетонирования стоек мы купили для пробы какой-то турецкий цемент 500 марки по $3,5 за мешок. И первый же его минус — это то, что для нашей бетономешалки его нужно делить на 3 порции, а процедура эта значительно более пыльная, чем деление мешка 400 марки разрезанием на 2 половины. Хотя в последующем я и оценил, что эта турецкая сила по прочности бетона оказалась выше. Песок и щебень мы заказали уже местного разлива, и хотя в нашей местности этого подножного ресурса в избытке, но цена на него почему-то постоянно растет, как на редкое ценное ископаемое. Так песок нам обошелся в $10 за тонну, а тонна щебня с фракцией 5,20 в запредельные $16. Из практики подносить сухие компоненты значительно легче и удобнее, чем таскать готовый бетон. Поэтому бетономешалку мы устанавливали возле заливаемых ямок, а сухие компоненты насыпали в ведра и подвозили на тачке. На один замес уходило 4 ведра щебня, 3 ведра песка и треть мешка турецкого 500-го цемента, плюс 8-10 литров воды. Естественно, глубина наших ямок в 60 см не дотягивала до нормативной глубины промерзания в нашей области в 110 см. Но из практики на таких же бетонированных столбиках для нашей террасы за 2 зимы силы пучения так и не показали видимой деформации. Появится ли она в будущем на заборе, посмотрим. Друзья, в следующей части вы увидите оригинальную зашивку забора, изготовление скрытой калитки, а также подсчеты суммарной сметы. Чтобы не пропустить это видео, подпишись на наш канал. А если ты уже подписан, проверь, нажат ли у тебя колокольчик. Напишите в комментариях, что бы вы сделали иначе или что стоило бы добавить. А если вы считаете это видео стоящим, поделитесь им с друзьями.